Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. И также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня будем вязать замечательный кардиган в новой для нас технике. Называется тунисское вязание. Сразу хочу сказать, чтобы вы не боялись новых названий техник вязания, то есть отличных от обычного крючка. Здесь я вам максимально доступно объясню, как мы будем вязать в этой технике. Тот узор, который мы будем вязать сегодня, вяжется так же просто, как и обычным крючком. Посмотрите, какое чудесное полотно получается. Вот эти косички, как лицевая гладь, связанная спицами. То есть это лицевая сторона. Вот это у нас изнанка. То есть прям идентично, как вязание спицами. Полотно получается достаточно плотное, толстенькое, и свитер, либо кардиган, любое изделие, связанное более-менее толстой пряжей, будет очень теплое. Для тех, кто любит теплые вещи, либо мерзнет постоянно, это идеальный вариант. Что касается пряжи, сегодня это у нас пряжа из Троицка Фиджи. В 95 метрах 50 грамм. По расходу у нас будет большое количество клубков, не пугайтесь, потому что здесь достаточно маленький вес, поэтому, в принципе, клубков нужно много. Цвета, здесь я напишу на экране, по расходу, также и название цветов, также напишу в описании к видео. И самый главный инструмент сегодняшнего нашего видео, это вот такой крючок для тунисского вязания. Это такой крючок, и к нему уже прицеплена такая трубочка, приклеена, то есть она не откручивается, достаточно хорошей длины. К примеру, если вы вяжете длинное полотно, оно никуда не будет соскальзывать, и вот такой ограничитель на конце. Номер крючка 7. То есть единственное, что вам нужно найти, это вот этот тунисский крючок, либо набор из крючков. Вот такой замечательный набор я заказала на Алиэкспресс. Очень недорого он обошелся. Набор из 12 крючков. Здесь, по-моему, размер от 3 до 11. Суперский набор, мне очень нравится. И совсем недорогой, он стоил в районе 400 рублей. Ссылки у меня нет, не осталось. Просто зайдите, посмотрите на Алиэкспресс крючки для тунисского вязания. Там бывают пластиковые, выбирайте, какие вам нравятся больше. В чем может быть единственный минус таких деревянных, то что они в каких-то местах плохо обработаны и будут цеплять пряжу, но в принципе это не страшно, можно какой-нибудь пилочкой заточить, и в принципе все замечательно будет. Вот я уже связала целый кардиган, подточив немного свой рабочий крючок, и все замечательно шло, как по маслу. Вот наглядно хочу показать разницу. То есть смотрите, вот это у нас крючок для нукинга, то есть с вот таким вот ушком. А вот это крючок для тунисского вязания, то есть у него ограничитель на кончике и вот такая длинная лесочка. Также тунисские крючки бывают просто железные, либо пластиковые, очень длинные. Я вот выбрала именно вот с такой трубочкой силиконовой. Если по какой-то причине вы не можете заказать, либо где-то купить крючки для тунисского вязания, мы берем крючок для нукинга. Его почаще можно найти, например, на Wildberries, Озон, Leonardo он бывает. Можно также, в принципе, его использовать. Это будет не очень удобно. Сейчас чуть-чуть попозже в видео вы это поймете, почему. Так как здесь мы будем привязывать шнурок, и когда мы будем вязать в обратном направлении, шнурок нужно будет каждый раз подтягивать. В чем прелесть вот этой силиконовой трубочки? Вязание по нему скользит само автоматически, и тут вообще ничего не нужно выправлять каждый раз. Так что смотрите, выбирайте сами. Так, и смотрите, что будем вязать. Свяжем прямоугольник, спинку, 2 передние планочки и 2 рукава. Все это будут прямоугольники. По желанию вы можете разбавить однотонное полотно, что рукавов, что переда со спинкой, вставками из других цветов пряжи. То есть сейчас я вам покажу, как вязать прямоугольник, принцип вязания прямоугольника. И отталкиваясь от него, вы сможете связать прямоугольники любой ширины и любой длины, такой, какой вам нужны.
На свой кардиган, на спинку я набирала 95 воздушных петель изначально и провязала 176 рядов. То есть один ряд у нас считается справа налево, набираем петли, это один ряд, и закрываем петли слева направо, это второй ряд. То есть так 176 рядов. На одну из передних половинок я набирала 40 воздушных петель, провязала, соответственно, также 176 рядов. А вот это расстояние, где ворот, шея, вы выбираете сами, то есть смотрите по себе, можно поуже делать, можно пошире, это в зависимости от того, как вы хотите, чтобы лежали вот эти передние планочки у вас на плечах. На рукава я набирала 75 воздушных петель и провязала 112 рядов. Вязать можно из любой пряжи, не обязательно из той, которую я вам предлагаю, а просто подберите, чтобы нормально подходила толщина пряжи и к нужному крючку. Итак, начинаем вязание. Набираем нужное количество петель, то есть мы вяжем ширину, то есть вот так будем по ширине в горизонтально вязать. Набираем нужное количество воздушных петель самым обычным способом. Набрали воздушную цепочку из воздушных петелек. Вот, как всегда, разворачиваем чуть-чуть на бочок. И сейчас первый ряд будем вязать вот за вот эти перемычки. Вот они, задние перемычки. Это мы делаем для того, чтобы край изделия был красивый. Продеваем крючок в перемычку, вытаскиваем рабочую нить и петельку оставляем на крючке. Далее следующая перемычка. Продеваем крючок и вытаскиваем нить и оставляем на крючке. То есть, когда мы вяжем справа налево, у нас все крючки, все петельки всегда остаются на крючке. Далее следующая перемычка. Продеваем крючок и вытаскиваем петельку на крючок и оставляем. И так вяжем до конца. Подошли к концу, провязываем последнюю перемычку. Все, вот такое вязание у нас получилось. Далее, смотрите, еще такой интересный момент. Всегда вот при таком способе вязания в тунисском мы всегда вяжем, то есть к нам всегда направлена лицевая сторона. То есть мы не вяжем ни поворотными рядами, никак. К нам всегда будет повернута лицевая сторона. То есть смотрите, сейчас мы вязали справа налево, сейчас просто вяжем слева направо, не переворачивая вязание. Вот мы закончили вязание. И такой момент, смотрите, первую петельку с левого бока мы всегда провязываем только одну петельку, то есть продеваем рабочую нить через нее. А все последующие и до самого конца мы будем протягивать через две попарно. То есть захватываем рабочую нить, продеваем через две петельки. Захватываем нить и продеваем через две петли. Захватываем через две петельки. Захватываем нить через две петельки. И так вяжем до самого конца попарно. Подходим к концу, провязываем последние две петельки и последние две петельки. Все, вот что у нас получилось. Далее опять вяжем справа налево. Смотрите, сейчас будем вязать вот в эти петельки, вот они, насквозь. То есть как бы вот так, они чуть-чуть по диагонали расположены, вот так насквозь продеваем через них. Первую петельку, которая как бы у нас сбоку, мы ее никогда не трогаем. Вот, сразу вторая бросается в глаза, сразу вот в нее хочется привязать. Продеваем крючок в нее, вот, выходим сзади, захватываем нить и оставляем на крючке. Вот следующая петелька. Продеваем в нее крючок и вытаскиваем нить. Все оставляем на крючке. Следующая петелька, продеваем нить и вытаскиваем на крючок. В петельку вытаскиваем на крючок. И так вяжем до конца. Так, подошли к концу вязания. Вот у нас остались две последние петельки. Вот она, предпоследняя. Вяжем, как и все предыдущие. А вот эту крайнюю мы вот провяжем как бы вот за вот эти две дужки. То есть вот так. Вот смотрите, вот она у нас осталась последняя. Вот так за две дужки вот эти сбоку. И вот так же вытаскиваем и на крючок. Все. Очередной ряд у нас связан. И опять не забываем, что когда вяжем слева направо, вот эту первую петельку провязываем ее одиночную, то есть ее одну, а все последующие вяжем по 2 петельки вместе. То есть захватываем крючок, провязываем 2 петельки
захватываем нить, провязываем 2 петельки. Смотрите, еще когда я вязала, выявила для себя такой момент, когда вот у вас, к примеру, длинное такое полотно, да, широкое, вот так чуть-чуть его подтяните. И петельки вот эти будут стремиться вылезти с крючка. И тем самым вам будет очень удобно. То есть они будут прям соскальзывать сами на крючок. Вот смотрите, прям раз вот так помогаете пальчиком, чтобы полотно не тянуть, к примеру, да. Вот у нас растянуто, вот так мы тянем. Вот видите, сложно продевать. А вы вот так их гармошечкой сложите поближе к кончику крючка. И вот прям очень хорошо у вас будет все получаться. Со временем буквально там привыкнете, 10 рядов провяжете, и это будет очень все легко получаться у вас. Так, подходим к концу, провязываем 2 последние петельки. Все, очередной ряд у нас готов. Все, в принципе, больше ничего нового я вам не расскажу. Сейчас, опять же, следующий ряд, вот, со второй в эту петельку вяжем справа налево, просто набирая петельки на крючок. Слева направо первую петельку закрываем одну, одинарную, а все последующие по 2 петельки разом. И так до конца. Все. Из этого и состоит все вязание нашего свитерочка либо кардигана. Вот, смотрите, вот такие уже получаются у нас косички. Смотрите, еще что очень удобно в этом способе. Нам не нужно будет дополнительно каким-то образом, другим крючком закрывать петли. То есть свяжите нужную длину вашего прямоугольника и закончите ряд слева направо, так, чтобы у вас вязание закончилось справа. Все, то есть петли будут закрыты, и вязание не распустится. Еще один момент хочу уточнить. Смотрите, при лицевом вязании, то есть как бы это лицевая гладь, идентичная вязанию спицами, она всегда закручивается. Это нормальное явление для лицевой глади. То есть в вязании спицами она точно так же получается. Чуть-чуть подальше в видео я покажу, как мы сделаем так, чтобы край изделия не заворачивался. Смотрите, какой момент вас может смутить. То есть, к примеру, вот когда мы свяжем уже чуть более широкую полоску, вы заметите, что, к примеру, край справа, как бы вот так уголок уходит чуть-чуть вот так ввысь. Но не пугайтесь, это ничего страшного, это нормально. Просто вы подтяните вот этот край слева, и полотно выровняется. То есть, почему он так получается вытянутым к уголочку справа? Это потому что мы, когда закрываем петли, слегка все-таки в любом случае мы подтягиваем вязание направо, и вот оно автоматически чуть-чуть растягивается вот к уголочку. Но, опять же, повторюсь, ничего страшного. Когда мы все подтянем, все свяжем, этого видно не будет. К примеру, если вы захотите делать так же, как и я, полосатые вставки либо напереди, спинке, либо также на рукавах, я вам покажу, как сменить нить. Тоже все максимально просто, ничего сложного. Вот, к примеру, мы закончили наш последний вот ряд одного цвета. Только вот две последние петельки до конца не провязываем. Вот так остались у нас 2 последние петли. И просто подсоединяем новый цвет. Вытаскиваем через 2 петельки с того первого цвета. И все. В принципе, здесь завяжем на узелок и потом спрячем в вязание. И все точно так же. Вот. И начинаем просто вязать новым цветом. Все точно так же. В эти же наши и петельки. И вот такая смена нити у нас получилась, то есть ничего не видно. Особенно классно такой переход смотрится, если цвета близкие по цветовой гамме. Прям очень здорово, мне нравится. И точно такой же способ соединения нити вам понадобится, если у вас в моточках попадутся вот такие отрезки лысой пряжи мне попадались. То есть они вот как бы идет пряжа, и потом раз вот такой кусок лысины. Обязательно их отрезайте, потому что это очень будет видно в изделии. То есть тут будут такие белые, не пушистые петельки. Это некрасиво. Поэтому точно так же, даже если, к примеру, у вас в середине раз получилось, что нужно обрезать пряжу, просто обрезайте, подсоединяйте ее узелком и вяжите дальше. У нас готовы все детали. Перед, спинка, 2 рукава. Сейчас я вам сделаю замеры. Длина рукава получилась 67 сантиметров, ширина
37 сантиметров. Передняя половинка получилась 33 сантиметра на 56 сантиметров. Ширина спинки 84 сантиметра на 56. Сейчас будем сшивать все наши детали. Смотрите, обратите внимание, чтобы вот эти косички смотрели одинаково либо вверх, либо вниз. То есть сейчас мы прикладываем спинку и две передние половинки лицевой стороной друг к другу, так чтобы косички смотрели в одном направлении. Сшиваем по плечевому шовчику наши две передние половинки и нашу спинку абсолютно любым способом. Либо пришивайте крючком и соединительными столбиками, либо столбиком без накида, либо сшивайте иголкой с толстым ушком. Это кому как удобно. Далее прикладываем рукава, сшиваем сначала вот отсюда, доходим до плечика и с обратной стороны. И как пришьем, можно прошить шов вдоль рукава. И после того, как мы пришьем рукава, пришиваем вот эту оставшуюся часть до конца кардигана. Когда будем сшивать рукав вдоль шва по рукаву, нам нужно сделать так, чтобы с лицевой стороны шов был невидим и как бы скрывался внутри косичек. То есть каким образом мы делаем? У нас два края состоят из косичек. Заводим крючок за переднюю половинку передней к нам косички и за заднюю половинку дальней от нас косички. И проводим, ну вот я вяжу соединительными столбиками, вы можете вязать столбиками без накида. То есть смотрите, еще раз, за переднюю к нам половинку косички, а за вторую косичку за заднюю стеночку. Проводим через две и проводим просто соединительный столбик. И таким образом шов у нас будет не сильно выбиваться из косичек наших, и в принципе вот так он будет хорошо выглядеть. После того, как мы пришили наши рукава к переду со спинкой, нам нужно заняться обработкой манжета нашего рукава. В этом кардигане я не хочу делать никаких резинок именно на манжетах нашего кардигана. Я хочу оставить его без резиночки. При желании, если вы хотите связать какую-либо резиночку, проходите к этому мастер-классу. Там я описала несколько видов резинок, которые можно связать для манжетов рукава и для ворота кардиганов. Там все очень просто. Именно в этом кардигане я хочу сделать край рукава именно вот таким способом. То есть вот мы закончили сшивание нашего рукава. И сейчас, вот для того, чтобы его чуть-чуть немножечко сузить, я не обрезаю нить, не обрезаю ту нить, которой мы сшивали наш шов. По краю рукава я буду продевать крючком через одну петельку, просто соединительные столбики, чтобы наш край рукава чуть-чуть немножко сузился. То есть, смотрите, вот, к примеру, у меня закончился шов, и вот я провязываю соединительный столбик вот в эту петельку. Вот следующая петелька я вяжу через одну. Соединительный столбик. Далее вот петелька, вяжу в следующую. Соединительный столбик. И так по всей окружности рукава. Вот что у нас получилось после одного ряда соединительных столбиков по краю рукава. И смотрите, что хочу сделать я. В принципе, можно оставить рукав и таким. То есть, если вы хотите, да, вот, чтобы большое отверстие было, в принципе, и так будет хорошо выглядеть, типа как кимоно. Но я хочу свой рукав заузить. Смотрите, обычно мы заужали дополнительно наши рукава вот на вот этих свитерочках вот такой эластичной нитью. Но так как у нас здесь вязка чуть поплотнее, вязание получилось достаточно толстенькое, плюс рукав у нас опять же широкий, мне пришла идея взять вот такую резинку чуть потолще, то есть она такая, видите, кругленькая, она называется шляпная резинка. Она намного лучше подойдет вот в нашем случае, то есть намного она прочнее будет держать наш рукав после того, как мы сейчас проденем ее. Беру иголку с широким ушком и с изнаночной стороны, вот поближе к краю, там куда получится, вот так примерно продеваю вот так через одну петельку. И желательно, чтобы вы продевали резиночку вот эту в петельки, которые как бы находятся ближе к нам. То есть не заходя на лицевую сторону, чтобы ее вообще не было там видно. То есть вот прям по верхним к нам петелькам. Вот смотрите, вот она с этой стороны вот так, а с этой стороны ее вообще не будет видно. И вот так продевайте прям по всей окружности до конца. И стягивайте. Вот что у нас получилось. Эта резиночка справилась со своей задачей. Хорошо держит вязку, очень эластичная. Итак, мы сшили все детали кардигана, вывернули его на лицевую сторону. Вот что у нас получилось, уже такая нежнятинка, прям мне очень нравится. Сейчас займемся воротом нашего кардигана, а далее приступим к нижнему краю. Ворот кардигана, так же как и манжеты рукавов, я не хочу обрабатывать резинкой, потому что на всех предыдущих мы так делали. Мне хочется пока что без этого. Когда мы вязали передние полочки, у нас по краям, по бокам образовывались ровные края из петелек. По желанию этого, в принципе,
принципе, можно и не делать, но я хочу укрепить дополнительно наш ворот по всему кардигану. То есть я начну от низа с одного уголочка, по всему вороту пройдусь по шее сзади и по остальному вороту, и закончу здесь в другом уголочке. Этим самым мы укрепим побольше вот эти вот края, чтобы они со временем не растягивались и держали форму. Но если вы хотите, можно так же, как и на вот этих наших кардиганах, обработать ворот резиночкой. Вот в этом мастер-классе. Также все подробно там описала. Вы легко можете повторить и сделать любой ворот на свой вкус. Как мы будем укреплять ворот, если мы не делаем резиночку? Смотрите, ищем на правом нижнем углу последнюю петельку, продеваем в нее крючок, вытаскиваем нить, делаем столбик без накида, просто так закрепиться. И смотрите, вот прям у нас косички по бокам были. Прямо в каждую косичку делаем просто соединительный столбик. Не стягивайте его сильно. То есть делайте такие посвободнее столбики, чтобы весь наш ворот вот так не съеживался. И вот так по всему вороту делаем просто соединительные столбики свободные в каждую петельку. Вот что у нас получается. Смотрите, вообще никак не выделяется вот этот обработанный край от нашего полотна, но тем самым он все-таки станет прочнее и будет меньше подвержен растяжению. Так, мы укрепили наш ворот. И смотрите, что касается застежки. Если есть такое желание, чтобы кардиган застегивался, есть несколько вариантов. Например, пришить большие пуговицы. Здесь придумать что-то по типу косички, связать косичку, либо цепочку из воздушных петель из нашей пряжи. И вот так пришить петельку. И чтобы через эту петельку пролезала пуговичка, и таким образом застегивался кардиган. Либо пришивные кнопки, те, которые пришиваются одна с внутренней стороны, другая вот здесь с наружной, и они вот так внахлёст закрываются. Но иногда хочется так, чтобы чистое полотно, да, вот гладкое, вообще оставалось без каких-либо кнопок, клепок и так далее. Я недавно нашла супер классный вариант, попробую обязательно вот в следующей своей работе. Вот такие кнопки-магниты. То есть обе половинки магнита мы одну пришиваем с внутренней стороны и вторую ответную часть также с внутренней стороны. И за счет магнитов они хорошо вот так будут держать наше изделие в закрытом состоянии. Единственный момент, как я поняла, что нужно практичным путем смотреть, какую толщину пряжи они могут взять, будут хорошо держать магниты, какую-то нет. Так что это надо все проверять на каждой пряже индивидуально. Но я думаю, такой вариант вообще супер классный, когда вот хочется, чтобы передняя часть полотна нашего кардигана оставалась без каких-либо кнопочек, пуговиц и так далее. Что касается нижнего края кардигана, он у нас закручивается при вязании лицевой гладью, это нормально. В принципе, такие изделия существуют с таким краем закручивающимся, необработанным. Если кому хочется, можно и так оставить. Но если нет желания, чтобы он закручивался, хочется более прямое полотно, я вам сейчас покажу способ, как это можно сделать. Этот способ обработки края называется рачий шаг. Мы уже с вами его использовали в обработке края варежек вот в этом мастер-классе. Смотрите, рачий шаг вяжется слева и направо по всему изделию, то есть как бы в обратном направлении. Находим край нашего изделия, продеваем крючок в самый уголочек, вытаскиваем нашу нить и можно закрепиться одной петелькой. Вот будем вязать вот в эти расстояния между вот этими вертикальными петельками, вот эти арочки. Но именно не за них, чтобы не было, да, вот такого отверстия, когда мы будем вязать, чтобы не было видно дырочки, а будем захватывать вот эту арочку и вот в заднюю перемычку, чтобы как бы они вот так объединились и отверстия не было видно. Продеваем крючок в эту арочку и ищем вот эту заднюю перемычку. Вот так зацепляемся за нее и через нее вытаскиваем нашу рабочую нить. Вот так, 2 петельки на крючке получилось. И одной нитью продеваем через 2 нити на крючке. Далее вот следующая арочка. Продеваем крючок в нее. Сзади ищем вот эту перемычку. Через нее и через арку вытаскиваем рабочую нить. И продеваем через эти 2 петельки рабочую нить. Далее вот следующая арочка. Продеваем через нее заднюю перемычку. Вытаскиваем рабочую нить и через 2 петельки на крючке продеваем нашу рабочую нить. И вяжем таким образом до конца, до следующего уголочка.
Все, мы, в принципе, обработали абсолютно весь кардиган, все пришили, обработали края. И чтобы кардиган не был таким скучным, предлагаю пришить вот такие классные рельефные кармашки. Вяжутся они максимально просто. Можно сшить один кармашек, два кармашка. Можно так для асимметрии цвета вот таким образом пришить. То есть сами смотрите, как вам нравится больше. Я буду вязать в 2 нити. На мой взгляд, такой рельефный рисунок смотрится намного лучше, когда пряжа чуть более толстая. Потому что в одну ниточку он получится совсем тоненький, рисунок не такой объемный. Буду вязать крючком номер 5. Вы набираете нужное количество вам воздушных петель, равное ширине вашего кармана. Я набираю 18 воздушных петель плюс 2 петли подъема. То есть всего я набираю 20 воздушных петель. Так, и сейчас будем вязать вот за вот эти задние перемычки, первый ряд, как обычно. Так, смотрите, вот 2 петельки, это у нас 2 петли подъема. И сейчас будем вязать столбики с одним накидом. То есть делаем накид. И вот в 3-ю петельку от крючка провязываем, точнее вот за заднюю перемычку, провязываем столбик с одним накидом. Продеваем крючок в перемычку, захватываем рабочую нить, продеваем сначала через 2 петельки и еще через 2 петельки. То есть вот эти 2 петельки подъема у нас имитировали первый столбик с одним накидом, это второй столбик с накидом. И сейчас вот в каждую перемычку воздушной цепочки будем вязать столбики с одним накидом. И так до конца. Провязываем последний столбик с накидом, вот в последнюю перемычку. В конце каждого ряда делаем 2 петли подъема и разворачиваем вязание. Вот такой первый ряд у нас получился. Вот у нас наши столбики с одним накидом. Вот между ними есть расстояние. Сейчас будем вязать вот именно сюда, в эти отверстия. Весь карман у нас будет состоять из столбиков с одним накидом. Итак, провязываем второй ряд. Вот у нас как бы первый уже столбик с одним накидом есть в виде 2 воздушных петелек. Вяжем второй, делаем накид. И вот в первом ряду видим второй столбик с одним накидом. Заводим за него вот таким образом крючок. И провязываем столбик с накидом, вытаскиваем нить, провязываем через 2 петли, через 2 петли. Вот следующий у нас в первом ряду столбик с одним накидом. А здесь мы будем провязывать сзади. То есть делаем накид, заводим крючок сзади, огибаем крючком столбик, вытаскиваем нить через него повыше, через 2 нити, через 2 петли и через 2 петли. Далее, теперь будем вязать здесь на лицевой стороне, столбик огибать, захватываем нить, следующий столбик, подхватываем нить, через 2 петли, через 2 петли. Далее, накид, следующий столбик мы огибаем сзади, то есть вот так выводим крючок, огибаем крючком, выводим сзади ниточку, продеваем через 2 петли, через 2 петли. И так, в принципе, вяжем до конца, чередуя то спереди мы огибаем столбик с предыдущего ряда, то сзади, спереди, сзади, и так до конца ряда. Подошли к концу. Смотрите, вот у нас остался один столбик. И вот этот столбик из 2 воздушных петелек. То есть мы предпоследний столбик провязываем так, как нам нужно, как обычно. То есть у меня это я спереди огибаю. Так, а вот этот последний столбик, в него мы не будем искать петельки, просто вот мы провяжем просто обычный столбик с одним накидом вот в это отверстие. Делаем 2 петли подъема, разворачиваем вязание. Вот что мы видим, уже красивый рисунок такой рельефный, смотрите, вырисовывается. И смотрите, следующие, как последующие ряды будем вязать. То есть вот сделали 2 петельки подъема. Вот, смотрите, мы видим, что первый столбик от нас, как бы он вогнут туда, то есть как бы от нас смотрит. Следующий на нас. Вот так то от нас, то к нам, то от нас, то к нам повернуты. То есть смотрите, вот эти столбики предыдущего ряда мы будем провязывать так. Те, которые смотрят как бы от нас, то есть вогнутые, мы будем провязывать, продевая крючок сзади них. То есть вот так, таким образом. То есть чтобы мы соблюдали рисунок, чтобы рисунок не сбивался. Далее, те, которые смотрят на нас, как бы вот выпуклые, провязываем
как бы спереди захватываем. И то есть таким образом вот эта косичка будет расти, расти вот с каждым последующим рядом. Далее вот следующий столбик, он как бы утоплен, мы продеваем его сзади. Далее следующий на нас смотрит, мы продеваем через него спереди столбик с одним накидом. И вот так чередуем, чередуем до конца. Вот опять подошли к концу. Вот видим у нас последний столбик полноценный. И вот столбик из воздушных петелек. То есть вот этот предпоследний провязываем так, как нам нужно, как обычно. А вот этот последний мы не будем в него прям провязывать, а провяжем вот именно вот в это отверстие. Просто столбик с накидом. Все, сделаем 2 петли подъема, разворачиваем вязание и вяжем, вяжем. Все то же самое, то есть соблюдая рисунок, чтобы вот резиночка у нас, ну как бы это по сути резинка, чтобы мы соблюдали рисуночек. То есть теперь вот первый ряд, первый столбик повернут к нам, то есть мы продеваем за него, следующий под него и так далее. Вот чередуем и вяжем такую высоту и ширину, какая вам нужна вашего кармашка. На своих кармашках я провязала 8 рядов. Низ кардигана мне захотелось заузить, чтобы он не был прямым. Просто продеваю с изнаночной стороны змейкой нашу пряжу в 2 сложения и затягиваю. Наверняка будут вопросы по поводу бантика. Я его вязала из той же пряжи, что и наш основной кардиган, крючком номер 4,5. Верхняя часть бантика состоит из прямоугольника. Я набрала 43 воздушные петли, провязала 8 рядов, то есть это самый обычный прямоугольник, состоящий из столбиков без накида. Далее, не обрезая нить, мы складываем прямоугольник пополам, любой стороной друг к другу. И этой же нитью, просто столбиками без накида, либо соединительными столбиками, соединяем вот этот наш шов с начала и до конца. Все, довязали до конца, замкнули в круг наш прямоугольник. Выворачиваем на лицевую сторону. С небольшим запасом отрезаем нашу пряжу. То есть сейчас мы этим кончиком будем обворачивать наш бантик. То есть берем вот так, чтобы ровно посерединке был шов сзади. Вот так красиво как-нибудь уложим бантик, но потом можно, в принципе, это будет поправить. И просто вот так оборачиваем потуже, чтобы серединка стянулась, и вот тут появились красивые складочки. И вот так обматываете, сколько вам хочется раз. Так визуально смотрите, чтобы вас все устраивало. И как только намотаете вот тут на серединку, вот тут расправляйте красиво, делайте красивые складочки. Здесь можно закрепить ниточку сзади и обрезайте. Вот что у нас получилось. Теперь нам нужно связать хвостики к бантику. Я вязала хвостик так, чтобы он сужался к кончику, чтобы был острый такой низ бантика. Но вы можете вязать и просто обычным прямоугольником. Тоже, в принципе, будет классно смотреться. Пряжа закручивается сама по себе. И, в принципе, даже если здесь будет прямой угол, то тоже будет хорошо смотреться. Набираю цепочку из 30 воздушных петель. Переворачиваем косичку чуть-чуть бочком, вяжем за вот эти наши перемычки, дужки задние, со второй перемычки от крючка и до конца ряда вяжем просто столбики без накида. Довязываем последнюю петельку, делаем петельку подъема, разворачиваем, со второй петельки от крючка вяжем также столбики без накида. Вяжем, 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 и в конце оставляем недовязанные 2 петельки. Вот остались 2 непровязанные петельки. А сейчас мы сделаем убавку из них для того, чтобы вот здесь получалось такое заужение края. То есть делаем убавку, проводим крючок в одну петельку, вытаскиваем рабочую нить. В следующую петельку проводим крючок, вытаскиваем нить, и все 3 петельки на крючке одной нитью провязываем. Делаем петельку подъема, разворачиваем. И здесь сразу же следующий ряд также сделаем с убавкой. То есть обычно мы вяжем во вторую петельку от крючка, а сейчас мы провяжем в третью. То есть вот она первая, вторая, и вот сразу в третью петельку провязываем обычный столбик без накида. И так до конца ряда вяжем столбики без накида. Подходим к концу, провязываем последнюю петельку, столбик, петелька подъема, разворачиваем, со второй петельки от крючка также вяжем столбики без накида и повторяем 2 последних ряда идентично. То есть сейчас провяжем
не до конца, оставив 2 петельки. Их мы соединим в одну, то есть сделаем убавку, сделаем петельку подъема. И в следующем ряду с 3 петельки от крючка также сделаем как бы убавку и провяжем все то же самое до конца, столбики без накида. И вот у нас получится вторая идентичная деталька. Все, довязали до конца. Оставим небольшой кончик для того, чтобы пришить эти детали к нашему бантику. Берем наши 2 детали, наш бантик, и пришиваем так, как вам хочется, как вам нравится, к задней части бантика вот эти 2 наших кончика от бантика. Все, наш бантик готов. Сзади можно приделать либо заколочку, либо пришить резинку. Это уже смотрите сами, как вам будет удобно. И вот такой наимилейший кардиган у нас получился. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!